Я сейчас нахожусь в арабском коттеджном поселке, называется он Arabian Ranches 2, и покатавшись по Арабским Эмиратам последние 3 недели, я вообще увидел, как много всего нового строится, и строится очень много недвижки. У большинства людей знания об Арабских Эмиратах умещаются в следующий ряд слов: инвестиции, недвижимость, шейхи, пустыня, отдых. Об инвестициях, точнее финансовом районе, шейхах, пустынях и отдыхе я говорил в предыдущих выпусках. И самое время обсудить недвижку. То, что рынок жилой недвижимости в Дубае постоянно набирает обороты, знает каждый ученик средней школы. А вот какие районы построили, сколько стоит купить дом, есть ли ипотека, что нужно иностранцу для того, чтобы приобрести недвижимость, здесь уже будет посложнее. Друзья, ну и прежде чем я отправлюсь показывать вам новый коттеджный поселок, предлагаю вам подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и смотрим. Вся вот эта недвижимость, районы, коттеджные поселки, они приобретают определенную такую интересную форму, потому что если раньше было все это достаточно пустынно, сейчас появляется определенная органичность всего этого. Удивитесь, но когда-то любимый многими Дубай был огромным болотом. Это болото высохло 5000 лет назад, и тогда территория стала пригодной для жизни. Если вы не верите, что здесь было болото, предлагаю вам отправиться в Абу-Даби, в мангровые рощи. Там вы наглядно можете увидеть болотистую местность. Болото высыхает, и появляется пустыня. Пустыня, конечно, не самое лучшее место для жизни, но она дает возможность появиться здесь кочевникам. Они начинают заниматься скотоводством и высаживают здесь плантации финиковых пальм, что стало первым успешным опытом земледелия в регионе. В 5 веке уже нашей эры в районе Дубая, который сейчас называется Джумейра, был возведен караван-сарай, где ночевали торговцы, когда перемещались из Омана в Багдад. Представьте себе, что в начале 2000-х население Дубая было равно населению Краснодара. На текущий же момент количество жителей в Дубае перевалило за 3 миллиона. За последние 50 лет население всех Арабских Эмиратов увеличилось в 20 раз. Иностранцев в стране около 80%. И большинство построенной здесь недвижимости создано руками иностранцев для иностранцев. И вот, собственно говоря, один из вот этих коттеджных поселков, здесь они называются комьюнити, да, то есть сообщество. Я, собственно говоря, здесь и остаюсь. И остаюсь вот в такой вилле, у нее размер где-то 200-250 квадратов. И мне сразу же стало интересно разобраться, сколько вообще здесь стоит недвижимость, да. И смотрите, такого плана вилла, сразу же с нее начну. Она, значит, под чистовую отделку, мне сказали, вышла где-то в 550 тысяч долларов, но это было в ковид. Сейчас стоимость будет чуть-чуть выше. Ну, по сути, это все отделано, но потом вы как бы покупаете уже там мебель какую-то, во дворике в своем можете что-то сделать. И плюс на территории этого комьюнити у вас входит уже в эту стоимость, здесь есть парки, здесь есть, значит, бассейн 20-метровый, бассейн этот уличный, здесь у вас есть спортзал, который тоже входит в стоимость всего этого дела. Ну и, честно говоря, сам вот этот вот коттеджный поселок, он не маленький, да, то есть тут прям несколько улиц. Палм-Джумейра – остров, созданный руками человека, считается самым большим в мире. Его форма оправдывает название. Этот остров своими очертаниями напоминает пальмовое дерево. Такая форма была выбрана не случайно. Пальма в Дубае является национальным символом Эмирата. Остров окружает специальный волнорез в виде полумесяца. Почему было начато строительство этой пальмы? Местные власти поняли, что в какой-то момент перестанет хватать мест для новых отелей на береговой линии. Было принято решение о создании искусственного острова. Общая площадь острова 5,6 квадратных километра.
Дешевой недвижимости здесь нет. Здесь проживают большое количество знаменитостей. Забавно, что некоторые из них дом здесь не покупали. Они получили его в качестве оплаты за участие в рекламной кампании. А кто-то инвестировал сюда деньги на стадии строительства. Небезызвестные Бекхэмы приобрели здесь виллу с 7 спальнями за 1,6 миллионов долларов. Мадонне принадлежит одно из поместий острова со своим личным пляжем. Роберт Де Ниро открыл на Пальме свой ресторан. Джумейра – еще один роскошный район Дубая, однако здесь приобрести недвижимость могут только граждане ОАЭ. Поэтому для туристов здесь построено множество отелей, а также виллы для сдачи в аренду. Помимо того, что здесь множество пляжей, в том числе общественных и бесплатных, здесь также проходит красная ветка метро, которая позволяет легко добраться до главных достопримечательностей города. Еще одна причина, по которой туристы выбирают этот район для проживания во время отпуска – курорт Мадинат с прибрежной территорией в несколько километров. Его также называют Дубайская Венеция, так как здесь немало каналов, по которым на арабских лодках Абра возят гостей. Кстати, Мадинат Джумейра – курорт не только для людей, но и для черепах. Местные каналы также используют для реабилитации раненых морских черепах перед тем, как отправить их снова на волю. Бизнес Бэй. Здесь расположены высококлассные офисы и дорогие апартаменты. Бизнес Бэй рекомендуется международным компаниям, которые хотели бы обосноваться на Ближнем Востоке. Район постоянно продолжает развиваться. Спроектирован он был по принципу Манхэттена в Нью-Йорке и Гинзы в Токио. В первом полугодии 2018 года Бизнес Бэй стал лучшей площадкой инвестиционной недвижимости в Дубае. Жилые помещения в районе также есть. Минимальная стоимость односпальной квартиры составит около 140 тысяч долларов. Аренда такой же в среднем от 2000 долларов в месяц. Элитные квартиры с 2 спальнями могут стоить и по 400 тысяч долларов и выше. Особый интерес вызывает проект Мараси, известного застройщика Dubai Properties, представляющий собой первые водные дома в Эмирате. Здесь на территории есть детский сад и школа, но все это дело платное. Ну и вообще здесь для иностранцев, в принципе, всегда все платное. То есть я говорю о школах и детских садах. Ценник абсолютно разный. Кстати, если вам интересны школы, университеты в Арабских Эмиратах, то можете зайти на сайт www.maps.ru, и там в разделе Арабские Эмираты вы найдете все про учебные заведения. Кстати, там, может, вам и смогут подсказать и по недвижке, по аренде, там, студенческих резиденций, аренде квартир и, возможно, даже покупке домов. Дейра и Карама. Дейра является самым густонаселенным районом и одним из самых популярных для покупки недвижимости из-за невысоких цен. Кроме того, жить в нем достаточно удобно. В одном районе расположено сразу несколько станций метро, что позволяет быстрее добираться до всех необходимых точек города. Именно здесь 4000 лет назад появились первые кочующие скотоводы. По сей день на его улочках царит особая колоритная атмосфера. Здесь много рынков, поэтому основное население района – выходцы из Пакистана и Индии, которые там работают. Цены на номера в отелях здесь дешевле. Что касается недвижимости, то цены на нее не намного отличаются от цен самых простых апартаментов в Бизнес Бэй. Но здесь на эти деньги можно приобрести и целую виллу. Район Карама представляет собой целый комплекс торговых точек в Дубае. Здесь продаются аксессуары, одежда, обувь, товары для дома, электроника. Цены довольно бюджетные, из-за чего сюда нередко съезжаются и местные, и туристы за покупками.
Даунтаун. Это новый фешенебельный район Дубая, строительство которого началось в 2004 году. Возведен он вокруг известной башни Бурдж-Халифа. Апартаменты в данном районе славятся своей роскошью, разумеется, и цены на них будут соответствующие. Около $6 миллионов за пентхаус площадью 5000 квадратных метров. Есть варианты и попроще. Трехспальная квартира площадью 164 квадратных метра за $1 миллион. Районы развлечений и ночной жизни. Марина и Дубай-Ленд. Марина — это район для любителей пляжного отдыха и катания на яхтах. Нередко здесь приобретают недвижимость с целью сдачи ее в аренду. Дубай-Марина состоит из 10 отдельных жилых районов, где располагается более 150 небоскребов. Начальная цена на недвижимость $220 тысяч. Дубай-Ленд подойдет тем, кто любит развлечения в принципе. Здесь находится и дубайский автодром, и экотуристический парк «Пустынное ранчо». Здесь постоянно идет строительство новых квадратных метров жилья, а цены стартуют от $400 тысяч. У меня недавно мои знакомые взяли здесь квартиру-студию, где-то около 60-70 квадратных метров в премиальном районе, то есть в таком хорошем районе, в хорошем доме, и обошлась им эта студия в $300 тысяч. Значит, у них стартовый взнос составлял 20%, это минимальный стартовый взнос, $60 тысяч. Остальное это ипотека, и ипотеку они взяли меньше 3%. Это они здесь работают. Если ты здесь не работаешь, вопрос, да, можно ли получить ипотеку? Да, можно. Аль-Барша и Аль-Сафа. Аль-Барша населен не так густо, как другие места Дубая. Это один из самых спокойных и тихих районов. В основном здесь сосредоточены небольшие виллы и коттеджи. Здесь уже есть своя визитная карточка Mall of Emirates, где находится крытый горнолыжный курорт. Здесь представлены несколько подсообществ жилых комплексов. В Аль-Барша-1 самым популярным зданием считается башня Мурат, которая является единственным жилым зданием с ценами от $150 тысяч за небольшую студию. Что касается района Аль-Сафа, то почти всю его территорию занимает парк, зеленая ухоженная зона среди небоскребов. Здесь есть несколько гиперпроектов небоскребов, и купить студию в строящемся здании вы сможете за $200 тысяч. Бур-Дубай и Аль-Сиф. Районы из прошлого. Бур-Дубай в целом известен своими недорогими отелями и недвижимостью. В то же время он один из самых старых районов, где есть возможность увидеть своими глазами, как выглядел Дубай десятки лет назад. Здесь проживает много европейцев, из недостатков отсутствие пляжей поблизости. Аль-Сиф еще один исторический район Дубая. Здесь расположились атмосферные арабские улицы, пристань с яхтами. Несмотря на то, что местные здания новые, выполнены они в стиле, создающем эффект старины. Есть здесь и одноименный небоскреб, где находятся апартаменты с видом на бухту. Что необходимо для того, чтобы приобрести недвижимость в Дубае? В первую очередь необходимо обратить внимание на территорию, в которой вы планируете покупать жилье. Это должен быть так называемый freehold. Зона, в которой иностранцам разрешено приобретать недвижимость. Покупать квартиры можно как на этапе их строительства, так и на первичном и вторичном рынке недвижимости. Обычно список документов для физических лиц, приобретающих недвижимость на территории Дубая, следующий: паспорт, юридическое удостоверение личности, ID, контактная информация. Далее вы составляете
подписаете договор в письменной форме, что очевидно, и еще подпишите так называемый контракт F, известный также как меморандум о взаимопонимании. Для того, чтобы купить жилье в Эмиратах, не нужна резидентская виза. Она выдается как раз уже после, на основании наличия недвижимости, но при условии, что стоимость жилья будет составлять не менее 750 тысяч дирхам или 205 тысяч долларов. Однако, если вы приобретаете жилье в ипотеку, то там требования уже более жесткие, и наличие резидентской визы уже должно быть. Помимо того, покупатель также должен быть трудоустроен в одной из местных компаний или же иметь собственную компанию на территории Арабских Эмиратов. Также покупатель должен быть не моложе 21 года и не старше 65-70 лет. Более того, последний платеж по ипотеке должен быть совершен раньше, чем заемщик уйдет на пенсию. Друзья, на этом у меня пока все. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. Не забывайте также, что у меня есть второй канал об образовании за границей, SMAPS Education, поэтому переходите, смотрите, подписывайтесь и увидимся в следующих роликах.